Привет, армия! В индустрии развлечений, которая становится все более динамичной, шумной и перенасыщенной вниманием, одно качество незаметно стало редкостью – искренность, не созданная искусственно. Современный культурный ландшафт процветает за счет мгновенности, вирусных моментов, трендовых тем, тщательно выстроенных образов и экономики внимания, которая вознаграждает тех, кто говорит громче всех и действует быстрее всех. В этой среде подлинность часто изображается, а не проживается, создается, а не ощущается. И все же время от времени появляется момент, который ощущается иначе. Не драматичный, не взрывной, просто настоящий. Январь 2026 года стал таким моментом для многих людей по всему миру. Не потому, что Ким Тэ Хон выпустил неожиданный проект, и не потому, что он оказался в центре крупного скандала или сделал заявление, призванное доминировать в заголовках. Вместо этого момент нашел отклик именно из-за своей простоты. Благодаря тому, как он себя проявил. Не как недосягаемая мировая икона, а как спокойный и внимательный человек, который слушал без перерыва, без театральности, не отдаляясь от человека, стоящего перед ним. Ким Тэ Хон, известный во всем мире как Ви из BTS, давно занимает уникальное место в популярной культуре. Он существует на пересечении музыки, моды, изобразительного искусства и глобального влияния. Его образ мгновенно узнаваем, его присутствие широко обсуждается, его творчество потребляют миллионы людей по всему миру и на разных языках. И все же людей продолжает привлекать к нему не только его слава или эстетика, но и ощущение того, что под слоями славы скрывается человек, остающийся верным человеческим связям. Эта верность стала особенно заметна в небольшом, почти мимолетном взаимодействии, коротком разговоре между Тэ Хёном и фанаткой. Не было никакой сцены, никакого заранее подготовленного диалога, никакого показного обмена репликами, предназначенного для камер. Всего несколько предложений, произнесенных в реальном времени. Приглашение, которое звучало обыденно, но запомнилось тем, кто его увидел. «Если у тебя будет время, тебе стоит когда-нибудь посетить Вьетнам». Произнесенная без подготовки и без намерения создать какой-либо эффект, эта фраза стала одним из самых честных портретов того, кем Ким Тэ Хён кажется на данном этапе своей жизни. В эпоху, когда знаменитости учат перенаправлять разговоры, сокращать общение и управлять впечатлениями, Тэ Хён сделал нечто тихое и радикальное. Он слушал. Не было преувеличенных выражений лица, никаких попыток доминировать в общении. Он не торопил разговор и не превращал его в представление. Он просто внимательно слушал. Когда упоминался Вьетнам, он отвечал с искренним любопытством. «О, правда?» – спрашивал он не как пустую фразу, а как искреннее выражение интереса. Когда фанатка упомянула Ханой, он мягко продолжил разговор. Когда был упомянут Хо Ши Мин, его ответ был прост. «О, неужели?» Два ничем не примечательных слова, но достаточно сильные, чтобы заставить человека почувствовать, что его видят. Именно в этом и заключается теплота Тэ Хёна, не в грандиозных жестах, а в его присутствии. Он не пытается казаться добрым, он не демонстрирует сочувствие преувеличенным поведением, он просто участвует в разговоре, полностью и без притворства. В этом взаимодействии не было навязанной иерархии, не было невидимой стены, отделяющей всемирно известного артиста от обычного человека. Был только разговор, человеческий разговор. Для многих армий такие моменты незабываемы именно потому, что они кратки, они не перегружают, они не требуют внимания, они остаются в памяти, потому что кажутся искренними. В индустрии развлечений связь часто измеряется цифрами, лайками, просмотрами, показателями вовлеченности, количеством поклонников и охватом компаний. Близость количественно оценивается и стратегически планируется. Однако Тэ Хён строит связь через нечто гораздо менее осязаемое и гораздо более прочное, через последовательность, через умение слушать, через неприукрашенные ответы, через неизменные отношения, даже когда его статус продолжает расти. Эта сдержанная манера поведения особенно бросается в глаза на фоне его визуального образа, который стал предметом широкого обсуждения в январе 2026 года. В этот период Тэ Хён появлялся в серии спокойных, сдержанных и глубоко выразительных образов.
Не было агрессивной рекламы, не было чрезмерного продвижения, вместо этого присутствовала тихая уверенность, которая побуждала зрителей сделать паузу, а не просто потреблять информацию. На одном из портретов Тэхьон смотрит в камеру, сложив руки у лица. Его взгляд неподвижен, задумчив, почти медитативен. Нет драматического выражения, нет явной попытки привлечь внимание зрителя. И все же именно эта неподвижность обладает силой. Образ не требует восхищения, он требует, чтобы его почувствовали. На другом образе настроение меняется. Тэхьон появляется в прозрачном черном фактурном топе, надетом под темный жилет, дополненном футуристическими очками. Силуэт современный, стройный и экспериментальный. Модные обозреватели охарактеризовали этот образ как воплощение современной мужественности, гибкой, артистичной и беззаботной, в соответствии с традиционными определениями силы. Однако больше всего бросается в глаза не сама одежда, а то, как Тэхьон ее носит. Он не демонстрирует моду, он позволяет ей существовать вокруг себя. Этот подход стал определяющим аспектом его стиля. Он не гонится за трендами и не позиционирует себя агрессивно, как икону моды. Его влияние проявляется органично, через сдержанность, а не излишество. Этот стиль трудно повторить, потому что он основан не только на технике, но и на подлинности. Несмотря на авангардный визуальный стиль и художественную ауру, Тэхьон остается последовательным в одном важном аспекте – в своем подходе к людям. Он не возвышается над фанатами и не отступает в холодную отстраненность, часто ассоциируемую с огромной славой. Он не торопит общение и не воспринимает его как обязанность. Вместо этого он вступает в разговоры так, как будто они важны, потому что для него они действительно важны. С точки зрения психологии коммуникации, такое поведение имеет значительный вес. Исследования неизменно показывают, что моменты полного внимания, даже кратковременные, создают стойкие эмоциональные впечатления. Когда человек чувствует, что его действительно слушают, это воспринимается как подтверждение его значимости. Для публичной фигуры такой уровень присутствия не является чем-то обычным, не потому что это невозможно, а потому что это требует уязвимости и намерения. Понимание Тэхьоном этой динамики, похоже, не является результатом стратегии. В его взаимодействиях нет видимого расчета. Скорее, это похоже на продолжение его характера. Его близость с армией построена не на отдельных вирусных моментах, а на повторении, на небольших действиях, которые остаются неизменными с течением времени, на теплоте, которая сохраняется даже по мере расширения его влияния. Он не пытается произвести впечатление на всех, он не подстраивает свою личность под ожидания, он просто появляется таким, какой он есть. Интересно, что именно это качество может показаться некоторым людям неприятным. В культуре, привыкшей к шумихе и зрелищам, молчание может быть воспринято как сопротивление. Присутствие Тэхьона бросает вызов традиционным представлениям о мужественности. Он не утверждает доминирование, не полагается на агрессию и не ищет одобрения посредством постоянной демонстрации. Вместо этого он воплощает собой силу, основанную на спокойствии и уверенности в себе. Именно поэтому его харизма ощущается по-другому. Она не афишируется, она не требует признания. Она существует постоянно, приглашая тех, кто ее замечает, замедлить шаг. Для поклонников это утешительно, для других это может показаться непонятным. Но одно остается неоспоримым – Ким Тэхьона невозможно игнорировать. В заявлении журнала Fast Paper Magazine эта мысль выражена лаконично. Если кто-то спросит о будущем Ким Тэхьона, скажите им, чтобы они подняли голову и посмотрели на выставку Ви. Это замечание не является обычной похвалой. Оно скорее отражает момент, признание того, что Тэхьон тихо, целенаправленно и с долгосрочной перспективой создает нечто большее. Он не просто создает произведение, он общается. Он использует молчание как язык. Он понимает силу пространства, паузы, сдержанности. Каждый жест становится целенаправленным не потому, что он рассчитан, а потому, что он искренен. При этом он сохраняет одно важнейшее качество – человечность. Возможно, именно поэтому небольшое приглашение во Вьетнам так глубоко отзывается в душе, потому что за визуальными эффектами мирового класса, экспериментальной модой и всемирным вниманием Тэхьон продолжает проявлять любопытство к миру за пределами себя. Он слушает истории, которые не принадлежат ему. Он взаимодействует без иерархии.
На этом этапе вопрос, касающийся Кима Тэхёна, изменился. Речь идет уже не просто о том, кто он или какой проект он выберет дальше, он стал чем-то более фундаментальным. Почему его присутствие кажется таким сильным, таким теплым и в то же время таким разрушительным для традиционных представлений о славе? Ответ может быть обманчиво простым. В мире, который поощряет постоянный шум, Ким Тэхён выбирает слушать, и, поступая так, он создает пространство, где другие чувствуют, что их слышат. В конце концов, его обаяние заключается не в том, насколько ярко он сияет, а в том, как он сохраняет теплоту под таким интенсивным светом. Он не использует славу для создания дистанции и не прячется за образом мирового кумира. Вместо этого он предстает как полноценный человек, присутствующий, внимательный и искренний. От тихих художественных образов до непринужденной беседы о Вьетнаме каждая деталь указывает на один и тот же вывод – неизменность в искренности. И, возможно, в эпоху, определяемую скоростью и зрелищностью, именно это спокойное, уравновешенное присутствие сближает людей, внушая им веру в то, что подлинная теплота всегда найдет свое место, независимо от того, насколько шумным становится мир. Что делает присутствие Кима Тэхёна особенно привлекательным в современной культуре, так это не только его способность переключаться между различными художественными дисциплинами, но и его отказ от фрагментации при этом. В эпоху, когда публичных деятелей поощряют к разделению на категории «кумир здесь, модель там, художник где-то еще», Тэхён, кажется, Тэхён не заинтересован в отчуждении. Его музыка, визуальные образы, взаимодействие с аудиторией и молчание, кажется, исходит из одного и того же внутреннего источника. Эта согласованность встречается редко, и именно она придает его творчеству и присутствию такую эмоциональную глубину. Слава, особенно в таких масштабах, как у Тэхёна, часто действует как сила искажения. Она усиливает одни черты, подавляет другие и постепенно меняет то, как человек взаимодействует с миром. Многие знаменитости адаптируются, создавая слои защиты, отрепетированные ответы, эмоциональная дистанция, тщательно контролируемая доступность. Эти механизмы понятны, даже необходимы. Однако Тэхёна отвечает не отсутствие границ, а целенаправленность, с которой он сохраняет человечность внутри них. Его манера общения не говорит о наивности или неосведомленности. Напротив, она отражает проницательность. Он знает, когда говорить, а когда молчать, когда проявлять присутствие, а не играть роль. Этот баланс между открытостью и самообладанием позволяет его взаимодействиям казаться подлинными, а не наигранными. Разговор во Вьетнаме прекрасно это иллюстрирует. Он был значимым не из-за своего содержания, а из-за своего тона. Тэхён не воспринимал этот обмен мнениями как нечто, что нужно завершить или забыть. Он позволил ему существовать в своем собственном ритме. Тем самым он подтвердил то, что многие люди редко испытывают при встрече с публичными личностями – взаимное признание. С психологической точки зрения, такое признание активирует глубокое чувство подтверждения. Когда тебя слушают, даже кратко, это сигнализирует об уважении. Это говорит о том, что твои слова заслуживают времени и внимания. Для фанатов это не просто усиливает восхищение, это очеловечивает отношения. Это превращает идею айдола из абстрактного символа в понятную и близкую каждому личность. Эта динамика помогает объяснить, почему связь Тэхёна с армией кажется прочной, а не просто формальной. Она построена не на постоянном доступе или неустанной работе, а на доверии. Фанаты верят, что та версия Тэхёна, которую они видят сегодня, не будет противоречить той версии, которую они увидят завтра. Эта стабильность в быстро меняющейся медиасреде глубоко укореняет. По мере развития его карьеры это доверие становится все более значимым. Тэхён больше не позиционируется исключительно как член глобально доминирующей группы. Он самостоятельный художник, прокладывающий свой собственный путь, делающий выбор, отражающий личные ценности, а не рыночную спешку.
Его работы свидетельствуют о терпении, понимании того, что долговечность достигается не за счет насыщенности, а за счет резонанса. Это терпение очевидно в его подходе к искусству. Будь то музыка, визуальные проекты или модные коллаборации, Тэхён предпочитает атмосферу, зрелищу. Его творчество не требует немедленной интерпретации, оно приглашает к созерцанию, оно оставляет пространство для того, чтобы зритель чувствовал, а не расшифровывал. Во многом его искусство отражает его стиль общения. Оба опираются на тонкость, оба избегают излишеств, оба доверяют аудитории, ожидая от нее компромисса. Визуальные проекты января 2026 года являются примером этой философии. Вместо того, чтобы перегружать зрителей повествованием или символикой, они создают настроение, текстуру, спокойствие. Они функционируют почти как визуальные паузы, моменты тишины в переполненном культурном потоке. Выбирая такой подход, Тэхён присоединяется к плеяде артистов, которые ценят сдержанность как форму силы. Модные критики часто отмечали, что его привлекательность заключается не в следовании трендам, а в их интерпретации. Одежда становится продолжением его внутреннего состояния, а не декларацией статуса. Именно поэтому даже модные образы кажутся ему доступными, они не затмевают человека, который их носит. Эта интеграция внутреннего и внешнего миров придает мужественности Тэхёна ее отличительный характер. Она не является показной, она не опирается на доминирование, подавление эмоций или визуальную агрессию. Вместо этого она представляет уверенность как спокойное самосознание, силу как последовательность, присутствие как власть. Такая модель неизбежно бросает вызов преобладающим нормам. В индустриях, которые вознаграждают интенсивность и публичность, выбор мягкости может восприниматься как сопротивление. Выбор молчания может восприниматься как подрывная деятельность. Тишина Тэхёна вызывает беспокойство, потому что он отказывается соответствовать ожидаемым проявлениям амбиций. Однако этот отказ не означает отстраненности. Напротив, он отражает вовлеченность на его собственных условиях. Он остается видимым, активным и влиятельным, просто негромким. Его влияние передается через чувства, а не силой. Такой подход также меняет то, как фанаты взаимодействуют с ним. Вместо того, чтобы быть вовлеченными в постоянные циклы потребления, они приглашаются к размышлению. Его работа не требует срочности, она поощряет присутствие. Со временем это создает другой тип фандомной культуры, основанный не только на восторге, но и на признании, не только на праздновании, но и на понимании. Заявление журнала Fast Paper отражает этот сдвиг. Оно определяет будущее Тэхёна не как нечто, его выставка — это нечто, чего с нетерпением ждешь, но что уже разворачивается. Она становится метафорой, не только для визуального искусства, но и для целого цикла работ, которые говорят тихо, но настойчиво. Эта настойчивость — ключ к успеху. Влияние Тэхёна не возникает внезапно и не исчезает. Оно накапливается. Каждый момент надстраивается над предыдущим, формируя повествование, определяемое целостностью, а не кульминацией. Даже его молчание вносит свой вклад в это повествование. В культуре, где отсутствие часто воспринимается как неактуальность, Тэхён демонстрирует, что отсутствие может также означать намерение, что отступление назад может создать пространство для размышлений, для роста, для подлинности. Этот намеренный темп глубоко резонирует с аудиторией, которая чувствует себя перегруженной постоянной стимуляцией. Он предлагает альтернативный ритм, который ценит глубину, а не скорость. По мере того, как глобальные дискуссии о психическом здоровье, выгорании и подлинности продолжают расти, подход Тэхёна кажется все более актуальным. Он воплощает возможность существования в мире славы, не будучи ею поглощенным. Это стремление сохранить любопытство к миру, а не уйти в изоляцию. Приглашение во Вьетнам символизирует эту открытость. Оно отражает готовность представлять себя не только как исполнителя на мировых сценах, но и как человека, перемещающегося в обычных пространствах, взаимодействующего с культурами, слушающего истории. Это любопытство поддерживает его творчество. Оно предотвращает застой.
Оно укореняет его работу в жизненном опыте, а не в абстракции. В будущем влияние Тэхьона, вероятно, будет продолжать развиваться таким образом, что его сложно отнести к какому-либо определенному жанру. Он может выпускать музыку, создавать визуальные проекты, сотрудничать с дизайнерами или исследовать совершенно новые средства выражения. Но независимо от формы, основной принцип, скорее всего, останется тем же – последовательность, искренность, присутствие. Эти качества не случайны. Они практикуются, выбираются, поддерживаются. В этом смысле карьера Тэхьона предлагает более широкий комментарий к самой славе. Она бросает вызов предположению, что известность должна достигаться за счет человечности, что влияние требует интенсивности, эта актуальность требует постоянного шума. Вместо этого он предлагает альтернативу. Сила может существовать тихо. Эта связь может быть построена через слушание. Эта теплота может сохраняться даже под пристальным вниманием. По мере того, как аудитория продолжает ориентироваться во все более фрагментированном культурном ландшафте, такие фигуры, как Ким Тэхён, предлагают нечто редкое — чувство целостности. Напоминание о том, что за каждым изображением, каждым проектом, каждым моментом внимания может стоять человек, выбирающий вдумчивое взаимодействие с миром. И, возможно, именно поэтому его присутствие кажется одновременно утешительным и бросающим вызов. Оно утешает, потому что кажется знакомым, основательным, человечным. Оно бросает вызов, потому что просит нас переосмыслить то, что мы ценим в публичных личностях и в самих себе. В конце концов, история Ким Тэхёна — это не история постоянного переосмысления, а история неуклонного становления, история открытости во время роста, история умения слушать, будучи услышанным. От тихой интенсивности его визуальных образов до простоты разговора о Вьетнаме все сходится к одной истине. Искренность, если ее последовательно практиковать, становится преобразующей. И в мире, где часто путают шум со смыслом, Ким Тэхён служит напоминанием о том, что иногда самое сильное присутствие — это то, что говорит тихо и внимательно слушает.